Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, мы продолжаем играть в игру Stationers. Мы продолжаем выживать на Марсе уже более 100 дней. 109 дней я на Марсе. Жив, здоров. С ума еще не сошел. Нам нужен вентиль. Нам нужен вентиль. А почему у нас нет? Стоп, проверим, потому что это критично. У нас как будто бы не приходит электричество. Все выключено. Заряда нет. Все как бы сдохло, типа, да? Интересно. Ух ты, у нас сломаны все солнечные панели. Это вот прям новость. А почему они сломаны? Вроде бы все загерметизировано было. Очень интересно. Неужели из-за вот этой вот... Да нет, не должно. Короче, мы остались без электричества. У нас все солнечные панели сломались. Теперь понятно, почему у нас генератор работает без остановки. Все понятно. Такой нежданчик получился. Я ожидал, что солнечные панели не сломаются. Видимо, их буря доконала. Хорошо. Так, что мы делаем? Нам вентиль надо. И нам надо новые солнечные панели. Опасных вентилей у меня нет. Здесь лежит кремний. Заберем. Раз такое дело. И нам надо электропринтер. Или кто будет первым? Пусть будет Трубогиб первый. Какая у нас беда. Солнечные панели, конечно, потеряны. Обидненько. Да, здесь у нас все. Тогда в темпе вальса делаем вентиль. Обычный причем. Вот он, 2 штучки. Так. Это все изымаем. И побежали это быстренько в электропринтер запихивать. Будем сейчас делать солнечные панели срочным образом. Иначе база встанет. Уголь закончится, конечно, и все, электричества не будет. Ну, а вентиль нам нужен для того, чтобы... Здесь, оказывается, можно крутить, если я такого момента не знал. Можно вот покрутить колесом. Здесь разные виды вентиля есть. Направленный,
обратный клапан, который не будет впускать назад. И вот то, что нам надо, это как раз конденсационный клапан, у которого на вход газ, а на выход жидкость. Вот он как раз и будет забирать жидкость из газовой трубы. И наоборот, есть вот такой клапан испарительный, который испаряет жидкость в газ. Вот нам надо этот клапан. Нам надо принтера электроники заказать солнечные панели. Сколько он их мне сможет сделать? Ну, довольно много. Я бы не хотел все тратить на все панели. Мне надо 7 штук в данный момент. И надо подумать, а что для безопасности? Что есть у меня еще полезного? Есть, конечно, вот такие еще старенькие панели солнечные. Плоские. Я возьму еще газовые трубы. Вернее, не газовые, а жидкостные вот такие. Я посмотрю, можно ли... Там у нас будет закись азота, которую нужно сжижить, потому что она в газообразном состоянии, и она в жидком состоянии есть. И вот если найти... Я, наверное, не найду. Сейчас посмотрю, где можно пруды. Вот в прудах. У нас есть закись азота. Она получается вот в этом секторе, там где написано liquid, она в этом секторе будет жидкой. То есть при температуре, если я в кельвинах все-таки буду смотреть. Ага. Так, значит, внизу у меня кельвины. Так, у меня Цельсий. То есть она у нас закись азота от минус 13 градусов до плюс 149 примерно. Она у нас сжижается. То есть если ее нагреть больше 160 градусов, будет всегда в газообразном состоянии. И вот вопрос, как я ее хочу хранить, в газообразном либо в жидком состоянии. Мне кажется, нагреть проще, чем остудить. Хотя это не точно. В общем, буду пробовать закольцовывать, двигалась жидкость и газ. И посмотрю, смогу ли я ее как-то изменить температуру, чтобы она более-менее стабилизировалась. Так, что у нас там? У нас там еще есть уголь. Пусто. Нагреть. Греть жидкость. Знаю. Просто не знаю. Вот там уже изготовилось 3 панели солнечные. Пока он делает солнечные панели, а я нахожусь в помещении, и у меня здесь ночь, мне нужен свет. Когда будет день, мне свет не надо. Можно теоретически еще подцепиться на вот этот датчик, Daylight Detector, и считывать с него эти показания. Вот этот чип. Но я сейчас не успею это все написать, пока все изготовится. Сколько там уже? 3. Я лучше едой займусь.
И поем. Кстати, у меня же есть изолированные трубы. Я вот их возьму. Четыре штуки готово. Да, конечно, всякими улучшазмами сейчас заниматься. Как-то боюсь просто время потратить и ничего не сделать толком. И остаться без электричества еще. Вот так вот в тень пока стану. Можно костюм подзарядить, посмотреть, что у меня там по кислороду. Четыре, полторы, три. Накопится. Там сбросится, здесь накопится, я заменю. Да, вот так вот не смотришь на электростанцию, она раз и все. Ничего, зато игра интереснее. Зато не скучно. Всегда есть какая-то проблема. 90%. Там 5 штук, я так понимаю, сделалось, да? 5. Стекло у меня есть. 7 штук листов стекла. Видимо, нет. Нет стекла. Надо делать. Ну вот, по идее, сейчас день, но все равно темно, да? То есть, как бы, что там, Daylight включился? Включился. Истина пишет. Grid Sunlight, вот первый параметр. То есть, вроде как уже день, а в помещении темно. Получается, что нет смысла на датчик дневной вешать свои лампочки. Есть 7 штук. Все, хватит. Достаточно. Давай мне этот. Дай мне все, что есть, как говорится. Мне, по идее, только кремний нужен для того, чтобы сделать стекло. Лист стекла, лист стекла. Да, вот он, кремний. Давай, делай. Всё. Побежали быстренько электростанцию настраивать на место.
Я хотел, пока у меня здесь вот пусто. Здесь 7. Заменить это дело. Вот так вот. Планируешь одно, ага, вот еще кремний. А получаешь другое. Я вот сюда залезу. У меня здесь не предусмотрен никакой вариант легального входа. Только через мародерство. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему солнечные панели потерпели крах в замкнутом помещении, закрытом совершенно от всего. Единственное, что я грешу на то, что вот есть у меня здесь вентиляция. Так у меня там и в доме есть вентиляция. Будем наблюдать. Что дальше? Дальше вниз. Вот и логика вся работает. Батарея передает все, что нужно. Теперь вернемся к нашим жидкостям, газам вернее. Значит, вот эта система, я так понимаю, что я ее неправильно понимаю. Я ее убираю. И ставлю сюда вентили. Вот, вентиль, который смотрит в жидкость и на газ. То есть газ забирает, жидкость смотрит. Он пассивный, он не требует никакого электричества. А вот на обратку, ну сейчас посмотрим. Надо ли нам на обратку вентиль. Типа вот такой, да? Испаритель. Ну, я видел два варианта. Делают с испарителем, а делают еще и вот с этим, который забирает жидкость и возвращает газ. Типа вот так. Ну, я пока его поставлю. На 0 поставим. И откроем вот эту штуку. Теперь посмотрим, что там у нас происходит. Выложить пока его сюда. Мусора всякого набрался. Так, что у нас здесь? У нас здесь газы. Куда эти газы? Должны выходить из жидкостной трубы. Ну-ка я сейчас вот это вот закрою. И посмотрю, выходит ли газ из жидкостной трубы. Азот 430. Да, азот уменьшается, количество молей азота. То есть все-таки газ выходит. Кислород выходит тоже отсюда из жидкостной трубы. Я по молям смотрю. Вон красный газ, который волатиль или летучее вещество тоже заканчивается. Так что, в принципе, это работает. Что по поводу конденсации? Это у нас конденсационный клапан. Что он делает? Он забирает весь конденсат в виде газа
вернее, в виде жидкости, который, ну, то есть получается как газ внутри трубы, он конденсируется, то есть сжижается, и вот этот вот клапан как раз его выдавливает вот сюда, в жидкостную трубу. Вот, и в итоге у нас вот в этом вот резервуаре, ну, или вот эта вся фиолетовая зона, она вся у нас больше конденсата не имеет. Мы его весь перегнали вот сюда. Ну и так как я сюда ставил неправильный этот фильтр, такой только обратный, поэтому, я так понимаю, у меня в этой жидкостной трубе есть газы. Теперь же мы занимаемся тем, что мы эти газы удаляем. Вот один уже удалился газ, осталось 3 газа. И они постепенно удалятся до полного отсутствия газа в этой трубе. Здесь надо поставить клапан продувки на 0. Типа 0 паскалей газа, собственно, в трубе. Я так понимаю. Я, наверное, вот это вот более рационально сделаю. Так называемый технический долг уберу. Что дальше? Дальше мы занимаемся тем, что у нас есть вот здесь вот азот. И этот азот, закись азота, она вот имеется в сжиженном виде. Не просто в сжиженном, она еще и в замерзшем виде есть. То есть холодная, охлажденная. И вот вопрос, что я хочу получить? Я хочу получить все-таки сжиженный азот или газообразный? Наверное, выгоднее по молям хранить его в сжиженном виде. Все-таки газ, он же имеет больший объем, меньшую плотность. Но тогда нужно охладить. Сейчас минус 83 градуса по Цельсию. Можем попробовать здесь вот устроить циркуляцию через жидкостную трубу. И посмотрим, получится ли сделать такой импровизированный охладитель. Но не факт, что получится, потому что температура на улице все-таки плотнее. Ну, в общем, в данный момент я пока сделаю циркуляцию. А дальше мы посмотрим. Где я делал клапан? Так, вот у меня есть трубы. У меня есть клапан. Я его сейчас поставлю. Вот такой. Так как у меня изолировано, я не знаю, имеет ли этот клапан теплообмен с внешней средой. Надеюсь, что не имеет. Посмотрим. И сделаю банально вот кольцо. С какого-то объема такого. Более-менее. Ну, немножко раньше вытащу. Тут сделаю поворот. И сделать надо мне еще один поворотик. Вот так. Ну и сюда опять же поставлю электрический клапан, который заберет из жидкости газ. Клапан продувки. Его надо, естественно, подключить к электричеству, как обычно все у нас к электричеству подключается. Вот. Ставлю его на 0, включу. И здесь тоже включу. Посмотрим, что у нас будет циркулировать. Ну, по идее, здесь будет появляться, вот я сейчас выключу,
у нас будет появляться сжиженный закись азота. Что она моргает, не знаю. Может быть, мало очень. Сколько ее там? 0,022 моля. Ее прям совсем немножко. А если мы ее попробуем забрать? 0,02 моля. Я так понимаю, что газ, который NO2, газообразный закись азота, я так понимаю, что он сейчас банально остывает и сжижается. Поэтому у нас постоянно растет количество сжиженного газа. Вроде бы логично. Вроде бы не совсем понятно. Но вот у нас этот NO2, закись азота, да? Он, как летучие вещества, соединяется вместо кислорода с летучими. За счет этого, так понимаю, можно делать топливо. В нейтралайзере его можно получить. Пишет, что очень затратный процесс. Точка замерзания минус 21 градус по Цельсию. То есть он еще и замерзший у нас. У нас минус 83 градуса, по-моему, по Цельсию газ сейчас находится в этом объеме. А точка, когда он жидкий, минус 21 и ниже, но при давлении, вот тут давление должно быть. Да, кстати, небольшое давление, то есть от 800 килопаскалей до буквально 2 килопаскалей. Килопаскали, 2 мегапаскаля получается. От 800 до 1900 КПА. Сколько у нас там КПА сейчас? 13,8 КПА. 13,8 КПА это получается вот так где-то. То есть у него как раз все условия для сжижения. Но они должны быть минус 21 градус. Если меньше, это просто лед, я так понимаю. То есть вот он жидкий в этом диапазоне будет. Получается, что мне надо его до минус 21 градуса нагреть, чтобы он весь сжижился. Там сейчас минус 83. Или даже просто сейчас оставить его в таком виде, как есть. Так очень мало сжиженного. Стресс будет очень небольшой. Я пока его просто оставлю. Это нам не даст какой-то большой проблемы. Кстати, а вот труба уже пустая. То есть мы высосали с нее все, что могли. Можно выключать эти все фильтры в данный момент. И что у нас есть? У нас есть кислород, который 1,58 градуса по Цельсию в данный момент. И у нас есть 1,33 градуса газ, летучее вещество. Я знаю, что топливо надо делать желательно из смеси одной температуры. Тогда будет идеальное соотношение. Ну, будем чуть больше собирать этой смеси. А что у нас здесь уже? Все тоже. Вот весь газ из трубы вытек. Можно тоже отключать. Здесь объем большой, поэтому если вдруг появится у нас тут газ какой-то, хотя я просто думал закрыть, не буду закрывать. В данный момент это все устройство находится в пассивном состоянии, оно выключено. Здесь вот хранение этого газа происходит. NO2. Ничего страшного здесь не случилось пока что.
Пойдем попьем, у нас уже инженер пить хочет очень. И заглянем в эту комнату, что у меня там вообще происходит. Надо принимать решение. А уголь у меня закончился, нет? Давай заброшу туда угля. Вот, чтобы был. Вот я там вижу, он кусочек угля торчит в трубе. Можно счетчик какой-то повесить, но я пока не буду. Пойдем пить. Пить есть. Заодно посмотрим, не испортилась ли пшеница. Я так увлекся. Не, она даже еще не выросла. Возможно, уже деградация произошла. Говорят, там деградация генов происходит. Теряется, как бы это сказать, способность к... Опа, у меня кислород закончился. Теряется способность к эффективному росту. Что у нас здесь сейчас? 30 градусов. В принципе, состав воздуха есть для жизни. Будем, значит, пить в данный момент. И разложим всякую нашу чепуху, которую мы притаскивали. Водители сработали. Наверное, немножко выкладываюсь. У меня вот в этом шкафу то, что я собирался отправить на утилизацию. Трубы. Сты. Вот еще. Мусор. Далее. Свет выключаем. Шапочку меняем. Здесь надо будет батарейку поменять. Да, ее. Критический уровень голода. Да, вот он уже проголодался. Значит, пойдем кушать. Пойдем кушать и делать себе вот сюда вот заправку кислорода, потому что в этой бочке он закончился. И я ее демонтирую. Эту бочку отсюда подведу, оттуда прям с цистерны. Так, где у нас там водичка? Пьем. Прогладит прям, да? Что у нас с водичкой? Не заканчивается еще? 100 литров есть. Литров воды. А температура у воды какая в данный момент? А, там вон тоже есть газики. Сконденсировалась водичка. Вернее, не сконденсировалась, а испарилась. 27 градусов вода. Так, что у нас по еде? Батончик. Хрумтим батончиком. Бля, он его схрумал прям полностью. Ну, значит, тогда я себе сейчас еще приготовлю. Все? А, ну да. Да, ну да. Буквально 3 штучки хватит. Если... Надо, чтобы был запас. Мало ли какая беда случится.
Еще говорят, что картошку надо выгоднее сажать. Выгоднее, чем пшеницу. Что он там выплюнул? 500 грамм целых выплюнул, понятно. Там внутри сквозка осталось 55 граммов. Пойдет. Что здесь у нас по пшеничке? Там он еще кустик не дорос один. Так, и что у нас есть вообще по пшеничке? Что там происходит с ней, хотел бы посмотреть. У нас есть анализатор растений, вот. Посмотрим. Значит, эффективность 76. Эффективность дыхания, температурная эффективность. Это мы все попадаем. Стресс освещенности присутствует. Все нормально с поливом. Углекислого газа с запасом. Токсины присутствуют. Лимит 833 паскаля токсинов. Ну, в принципе, живем. То есть, в принципе, вот именно с показателями вроде бы как все в норме. Ну, скажем так, в той норме, в которой приемлемо. Сейчас я ее соберу. Надо сразу после того, как соберу пшеничку, пойти провести трубы к резервуару с кислородом. Потому что баллон, я так понимаю, я уже не заправлю. Сейчас вот заберу баллон, который стоит у меня на заправке, и все. Так, и что у нас там? 105 граммов получилось. Плохо. 105. Там 75. И вот 180 граммов. И вот еще 500 граммов муки есть. Отлично. Так, что нам... Что нам надо? Что нам надо? Там надо трубы. Изолированные. Белые. Краску, наверное. Хотя там у меня есть белая труба. Мне вот надо изолированные трубы, и надо их много. На трубы у нас изолированно идет керамика. Керамика. Что здесь за труба? Здесь обычная труба. Но мне по-хорошему выйти с ней на улицу, с этой трубой. И наделать еще труб. Мне надо керамика и сталь. Кто из вас сталь? Цветок стали. Куда тебя отправить? Талат. А, в талат обратно вернем. На весь кремний делать. Там много труб понадобится. Ну, стали кремний по 1 грамму, это 140 труб получится, это много.
Я думаю, буду потихонечку добавлять. Вот он уже трубу начал выплевывать. 4 штучки. Так, пока он там делает трубы, что я могу хорошего сделать? Я могу подумать о Харви. Подумать о нем, да? Что я о нем подумаю, если я сейчас ничего не придумаю? Я могу вот это демонтировать. Дело. Пустая. Затрат атмосферы. Да, стерильно пусто. Можно смело снимать. Батареечки можно поменять, позаряжать. Пока я здесь страдаю. А, она уже засвистела. Так, тут поменял. Еще вот эти две поменяю сейчас сразу. Ну, собственно, я так понимаю, у меня и были проблемы с электричеством, потому что панели пришли в негодность. Возможно, не сразу, возможно, не все. По какой причине неизвестно. Я подозреваю, что это буря. Хотя, может быть, другие причины. Может, самовозгорание или еще что-нибудь случилось. Здесь еще есть топливо. Так, что у нас тут в костюме? Эту поменяем батареечку. Ну и, собственно, демонтаж. Демонтаж, в принципе, не хитрый. Так. Вот так. А дальше вот эта агрегатина идет на съем. Пол подрываем. Я пол соберу. Сюда полежит пока. А дальше, значит, вопрос такой. Я должен это снять. Как мне выходить на улицу? Вопрос с трубами. Так, клапан. Ну, по идее, тоже надо на изолированные там менять, чтобы оно не меняло свою температуру и не взаимодействовало с базой. Вот. Так как здесь провод, то мне придется повернуть раньше, не позже. Я там не буду сейчас дотягиваться, потому что там, скорее всего, лежит труба. Да, она там лежит. Вот эта труба, вот она смежная идет. Надо как-то придумать, что мне с ней делать. Ну, я самое хитрое, что могу сделать, это опустить в пол и выйти на улицу с ней.
Надо ли мне это делать? И угадаю ли я, где оно там будет? Скажем так, без подкопа. Я не хочу этот фрейм разбирать. Раз, два, три. 20. 20. Еще 20. Да хватит, наверное, пока что. Я не буду забирать материал, просто остановлю в данный момент. Вот, и в итоге я должен куда-то выйти с этой трубой. Давай я просто выше выйду. По-уродски, конечно. Пока хоть так, хоть выйду просто с ней. Этот кабель надо подсобрать. Он, получается, этот кабель просто в холостую там лежал, да? Лежал и никого не трогал. Ну да. Так оно и было. Кладись. Верну на место пол. Этот аппендикс, я его... Когда решу вопрос с той трубой, я его потом подвину. У меня коннектор второй лежит. Его можно сюда определить. Трубы есть. Так. И что дальше? Дальше. Дальше. Кстати, я пока в доме. Я же могу покрасить трубу. Вот это вот, например. Вот так. Токсины выгоним. Пока я здесь орудую, сразу сделать красиво. Хоть что-то сделать красиво. Беленькие трубы положу. Это будет у нас кислород. Вот уже поприятнее. Сюда. Такие тут вентили повыкладываю. В данный момент не нужны. С собой, по крайней мере. Вентили и клапаны. Теперь пойдем на улицу. А, еще можно ж одну вещь сделать правильную.
Еще можно покрасить вот этот вот ковину эту. Беленькая. И пойдем туда, на улицу. Всё засажено, вода есть. Все живы, все здоровы. Я оделся. Шапка на месте. Не замерзну. Туда. Он тарахтело. А, тут оборудование тарахтит на стенах. Ну вот, вроде бы все работает. Не вроде бы, а точно работает. Теперь трубы. Мне нужна магистраль отсюда и туда она мне нужна. Так-ка. Вот у меня здесь вакуумированное помещение с сбросом. Да, я сбрасываю свой углекислый газ с домика. Где-то здесь я выходил трубой. Белой причем. Неужели я вообще там на улице вышел? И что у меня здесь? У меня здесь углекислый газ, ну вообще это опорный газ, типа для охлаждения. И жидкость. Я здесь воду собирал. Я пытался вот эту штуковину настроить. Я к ней вернусь обязательно. Не знаю, пусть будет. Возвращаемся, значит, на выход. Все, открыл дверку мне. Можно выключить. Ага, вот моя труба кислородная. Ну и что я хочу получить? Я хочу получить туда трубу. Кинуть. Что я могу сделать? Могу выйти, наверное, через верх в данный момент. Обходить я вот это по кругу не хочу. Тогда это наверх и пущу. У меня с прыгучестью. Чего? Что, кстати, у меня вот это вот такое стоит? Что это я там делаю? Неужели оно электричество жрет? Нет, оно не жрет электричество, оно полностью выключено. Очиститель воды. Здесь заготовки лежат. Да, вот эта штука жрет электричество. О, обратки. Эти все тоже жрут, конечно. Смотрю на них. Что там вообще происходит? Там СО2 находится. 7 градусов. У нас здесь жидкость. Здесь присутствует стресс небольшой. Да, в общем, надо с этой штукой разбираться будет. Сосредотачиваемся на деле. Я туда сейчас
переживал, с запасом сделал. Что он мне говорит, что у меня там? Да, ну чистый кислород, нормально. 657 молей на... Не знаю, какой объем. Ну, 2,5 мегапаскаля давление присутствует. По сути, на 610 литров. Ну, это можно формулой высчитать, сколько там на самом деле литров, учитывая, что я знаю моли и мегапаскали. И давление. Хочу, честно говоря. А может, я не до конца понимаю, как это считать. Формулу в любом случае можно найти. Мы это дело заварим. И провалился. Не хотел проваливаться я туда. Можно себя заварить и сдохнуть. Прям тут, на месте. Типа опорные фреймы стоят. Хотя их можно было не ставить. Ну, а теперь я что? Теперь я буду прыгать через трубу, да? Да. В итоге у нас тут есть... Да не буду я прыгать, я поставлю... Тут поставлю эти фреймы. Там еще внизу вот есть ненужные, типа их сниму. В яму не упасть. Опоры опорами, но они на самом деле бесполезны. А вот рамки стоит поставить. Ну что, есть электричество. Пока живем. Уже стабилизировалось, можно сказать. Ну и посмотрим, что у нас получилось по кислороду. Труба должна быть под давлением. И мы там были. Трубы я повыкладываю. Так, 6 градусов температура. Опорная температура в той дальней комнате. И у меня здесь есть желание посмотреть, что у меня в этой трубе. Кислород. Теперь я могу вот эту штуку нажать. И вот у меня наполняется баллон. Прямо с резервуара. Что, в принципе, очень удобно. Теперь надо будет периодически туда в резервуар добавлять льды на раскрашивание и получать, собственно, этот кислород. Да, я выполнил цель, которую хотел выполнить. Я сделал себе кислород. Восстановил солнечные панели. В принципе, серия подошла к концу. Спасибо, что был со мной, дорогой друг. Спасибо за твои лайки, подписки, комментарии. Приходи завтра на следующую серию. Я буду продолжать выживать на Марсе. Пока.